Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, гуляйте по каналу, смотрите видео, оставляйте свои лайки, пишите комментарии. Отдельный привет своим подписчикам, своим постоянным зрителям, мастерам, мастерицам. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже в этом сезоне работали. И, естественно, с такой расцветочкой мы работали. Итак, вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные. Берете любую пряжу. В соответствии с пряжей берете крючок, чтобы у вас все получилось. А у меня сегодня будут вот такие вот ниточки. Называется Газал Baby Cotton. Я раньше ими не вязала, попробовала, но в принципе неплохо, да? Итак, в 50 граммах находится 165 метров. Дальше нам здесь советуют производители. Берите крючок от двоечки до троечки. Я возьму троечку. Я думаю, что двоечка будет маловато для меня. И смотрите, в составе здесь получается хлопок 60% и акрил 40%. То есть такой демисезонный вариант ниточек. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется всего лишь только 3 петельки. Допустим, давайте с вами наберем, например, 8 раппортов. Это будет 24 петельки. И я хочу еще по бокам сделать по 3 с одной стороны столбика и по 3 с другой стороны столбика, для того, чтобы, как бы кромочные столбики были. То есть получается еще плюс 6 петелек. 3 с одной, 3 с другой. Итого 30 петелек буду набирать я, а вы смотрите, как вам удобно. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. Далее я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот. Это мой будущий образец. Давайте, наверное, для контраста возьму другой цвет, да, крючка, чтобы вы очень хорошо все видели. Так, фиолетовый подойдет? Вот такая рабочая лошадка. Это тоже номер 3. Так. И смотрите. Далее я делаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываю от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряю и провязываю столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид, в следующую петельку ныряю и точно так же провязываю столбик с накидом. И буду провязывать так до конца ряда и буду сама себя контролировать, а вы контролируете себя. То есть получается, сколько воздушных петелек набрали, столько должно получиться столбиков. Если я набрала 30 воздушных петелек, у меня должно получиться 30 столбиков с накидом. Несложно. Итак, первые 3 петельки, вспоминаем, да, это тоже столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, получается, столбиков я провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся и продолжаем наш узорчик. Так, смотрите. Вот, наши столбики готовы. Дальше приступаем непосредственно к узорчику. Но у меня получается начало узорчика, да, начало ряда и конец ряда будут состоять из кромочных столбиков. То есть я делаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Во второй столбик ныряю, провязываю столбик с накидом. И в третий столбик провязываю третий столбик с накидом. Да? То есть у нас первый, это получается имитация столбика. Первые вот эти 3 петельки подъема. Вы можете здесь кромочные столбики делать 5 столбиков, 7, 10, смотря как у вас изделие. Да? Можете вообще не делать кромочных столбиков. Идем дальше. Узорчик. Воздушная петелька. Пропускаем один столбик в нижестоящем ряду. И в следующий столбик делаем накид, ныряем в верхушку следующего столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид, еще раз сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, накид, третий раз точно так же ныряем, провязываем 2 петельки, стоп. Теперь мы провязываем все петельки вместе раз и обязательно зафиксировать, чтобы они у нас не расползлись. И вот такой вот как бы листик у нас получился. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем в столбиках 2 столбика. Раз, два. В третий делаем точно такой же листик, шишечку, бубочку. Раз, первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. И когда у нас 4 петельки на крючке, провязываем их вместе. Раз. И обязательно зафиксировали. Угу.
Опять 2 воздушные петельки. Идем дальше. Опять пропускаем 2 столбика. И в третий столбик провязываем 3 вот таких вот столбика неполных с накидом, с одной общей верхушкой. У нас получается вот такая шишечка или листик назовем. И обязательно зафиксировали. И опять 2 воздушные петельки и так далее, и так далее. Провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы сделали наши окошечки с нашими листочками, да, и заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть мы здесь должны будем после нашего листика сделать одну воздушную петельку. Здесь, получается, в столбиках пропускаем один столбик и заканчиваем столбиком с накидом. Но так как я говорила, что я заканчиваю 3 столбиками и начинаю, да, то вот мои еще дополнительные столбики я провязываю. Повторюсь, вы можете делать кромочные столбики, можете не делать кромочные столбики, можете делать их больше на ваше усмотрение, смотря какое изделие. Все, ряд я закончила. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять мои кромочные столбики. Я сейчас быстренько провяжу. 1 столбик, 2 столбик. Есть. Далее смотрите внимательно. Делаем накид. И вот наше считаем окошечко. Первое окошечко, второе окошечко, да? Ныряем вот во второе окошко и вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. То есть как бы получается как бы у нас наискосок такой столбик. Дальше 1 воздушная петелька, накид и возвращаемся к первому окошку, которое мы только что пропустили. Ныряем, получается, в это окошко, захватываем вот так вот петельку. Вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. То есть как бы мы немножечко удлиняем наши столбики и получается вот такой вот крестик. Несложно. Дальше, смотрите, накид. Опять считаем первое окошко, второе окошко, да? Во второе окошко вначале нырнули, провязали 1 петельку, 2, 2. Воздушная петелька, накид. Опять вернулись к первому окошку, захватили за арочку, так? Вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. И у нас получается еще один крестик. Видите? И вот так вот мы шагаем с вами до конца ряда. Провязываем 1 петелька, 2, 2, воздушная петелька. И возвращаемся сюда же и провязываем 1 петелька, 2, 2. И еще у нас один крестик. Видите? То есть у нас получается вот такая вот картина. Листочки с крестиками. До конца ряда сами справитесь? Я уверена, что справитесь. Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот наша красота потихонечку растет. Вот после последнего крестика, да, после столбика, сразу же переключились, получается, на 3 кромочных столбика. То есть у вас это может быть 1 столбик, может быть 5, 7 и так далее. Дальше, следующий ряд, третий ряд. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Я провязываю свои кромочные столбики. Тут ничего сложного нет. Дальше смотрите внимательно. После столбика с накидом делаем 1 воздушную петельку, накид. Помните, когда делали крестик, да, столбики провязывали, то между столбиками была 1 воздушная петелька. Вот она, это арочка. Ныряем в арочку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид, сюда же ныряем в арочку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Сейчас ниточку. И накид еще раз, третий раз точно так же провязываем 2 петельки, стоп. 4 петельки на крючке, провязываем их вместе и обязательно зафиксируем. Угу. То есть вы, получается, провязываете то же самое, что провязывали в самом первом ряду. Опять 2 воздушные петельки и ныряете. Вот у нас крестик. И получается между столбиками 1 воздушная петелька, арочка. Вот в эту арочку вы ныряете и провязываете точно так же. 3 столбика с накидом, с одной общей верхушкой. Провязали, зафиксировали. Понятно? То есть ваша задача повторять точь-в-точь. Вот он, ваш первый ряд вашего узорчика. Все, давайте. До конца ряда самостоятельно. Вы уже умеете данный ряд вязать. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наш ряд третий полностью повторяет первый. Дальше точно так же, получается, после последнего такого листика сделали всего лишь только 1 воздушную петельку и столбик с накидом. Ну, в моем случае 3. Следующий ряд, четвертый, 3 петельки подъема, поворот, опять мои кромочные столбики. 1,
Раз. Все. Дальше мы с вами повторяем точь-в-точь, как мы провязывали второй ряд. Получается, делали крестики. Вспоминайте, делаем накид. Ныряем не в первое окошко, а сразу же во второе. Нырнули, вытянули ниточку. Провязываем столбик с накидом вытянутый. Вначале одну петельку, потом 2, 2. Воздушная петелька, накид, возвращаемся обратно. Вы, если будете возвращаться, получается, как я, да, вот, вперед делать, как бы захватывать, да, ниточку, вашу арочку, то у вас получается крестик, в котором у вас верхняя, так скажем, ваша палочка лежит, да, видите, вот так вот, слева направо. Если вы поменяете направление, сейчас вам покажу, может быть, вам так больше понравится, накид, вы можете сзади захватить, вот так вот, арочку, точно так же, вытянуть ниточку и провязать 1 петелька, 2, 2, то получается у вас верхняя вот эта вот ваша палочка будет лежать справа налево. Поняли, да? Видите, это слева направо, а это справа налево. Выбирайте, как вам удобнее, и провязывайте. Смотрите, это все, это весь узорчик. Получается, он состоит всего лишь из 2 рядочков. Вначале делаем вот такие вот листики, потом крестики. Листики, крестики, листики, крестики до нужного вам размера вашего образца либо изделия. Угу. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Для тех, кто умеет читать по схемке, схемку я сюда прикладываю. Да, то есть схемка вообще не сложная. Новички, обязательно посмотрите. Вы уже поняли, где какой элемент провязывается. Посмотрите на схемку, увидите, где какой столбик, где воздушная петелька обозначения, и научитесь. Ну все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот какая по итогу получается красота. Вот такие как бы вертикальные окошечки, да? И между окошечками вот такие вот крестики. Направление крестиков, куда смотрит, слева направо, да, либо справа налево верхняя палочка, вы решаете сами. Я вам показывала. Вот такая красота. Красота у нас получается двусторонняя. Видите, любую сторону выбираете, она у вас будет лицевая. Вот так тянется, вот так узорчик тянется. Видите? Вот. Не сложно, не сложно, просто, но необычно, да? Итак, давайте замерим нашу красоту. Получается, я набирала 30 воздушных петелек. Если это же пряжа, да, этот же крючок, это же плотность вязания, ну, допустим, гипотетически возьмем, да, то это в моем случае будет, смотрите, ну, практически 16 сантиметров, 15,8. А тут получается, смотрите, первый ряд у нас наборный. И смотрите, самое интересное, как заканчивается. Очень ровно получается и очень просто. Да? Вы просто провязываете обычными столбиками с накидом, и все. И у вас ваш узорчик закончился. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядочков. Так. Это у нас получается 10 сантиметров и там, скажем, 2-3 миллиметра. Вот такая красота. Узорчик вяжется очень-очень быстро, очень-очень простой. Кофточки или палантинчики, кардиганчики из любой пряжи. Берите пряжу потоньше, берите пряжу потолще, зимнюю, берите демисезонную, летнюю. В любом случае будет очень смотреться классно, здорово. Жилеточка или топик, маечка. В любом случае будет красиво. Вы можете опять же рядочки менять. Например, у вас будут, например, столбики одного цвета, крестики другого, да, столбики одного, крестики другого. Можете остатки ниточек тоже использовать, то есть на здоровье. Посмотрите, если это будет у вас интересно, может быть, коврик, половичок и так далее, да, чехол, сидушка, накидушка, тоже очень много интересных вариантов. Не забывайте подбрасывать идейки в комментарии, да, те, кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, какой пряжи нам интересно будет. Кто не вязал, подбрасывайте идейки, что можно будет связать. Да, ну дырчато там как бы, ну ничего такого, то есть декоративный узорчик, но опять же, можно что-то под низ одеть интересненькое, да, и будет в контрасте очень классно смотреться. Пока вязала, вспомнила, что у меня на канале один из первых узорчиков был вот такой вот интересный узорчик из крестиков. То есть точно так же, видите? Тут получается, видите, крестики смотрят слева направо. Вы тоже можете менять крестики. Вот такая вот интересная. И получается разных цветов, то есть в полосочку. Может быть, вы перевернете вертикально, будет у вас полосочки, может быть, горизонтальный. Я здесь ссылочку оставлю сверху, да, справа. Можете посмотреть, кого заинтересует, вяжите с удовольствием. Вот такая вот тоже красота. Вот. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь. Я жду ваших комментариев. Делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте на колокольчик, чтобы к вам приходили новинки, какие появляются на канале, приходили уведомления. Ну, а также сохраняйте себе в плейлисты. Внизу под видео находится плюсик. Сохраняйте свои плейлисты и смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек!
Встретимся в новых видео. Пока-пока.